А мы переходим к тем болезненным вопросам истории из лекции Святой Вивиины «Причины та провокации», на которых мне захотелось заострить внимание и самой разобраться, почему так случилось. Это всегда интересно и полезно, потому что мы в нашем сегодняшнем дне часто удивляемся, почему у нас некоторые моменты так криво устроены. А все потому, что это привет от наших предков, которые косячили налево и направо. Живи одним днем, живи в моменте, модные сейчас поговорки. Жизнь в моменте подается популярными психологами как панацея от всех тревог, а на деле все наоборот. Жить одним днем – это значит не думать о будущем, как самого себя, так и твоих потомков, а удовлетворять только свои потребности. Вот и некоторые наши предки тоже жили в моменте и о будущем мало беспокоились. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И, слушая лекцию Святой Вивиины «Причины та провокации», я обратила внимание на термин «союзники». С 2022 я часто называла США и Европу нашими союзниками. Но когда профессор Слесаренко сказал, что во время Первой мировой просел Австро-Венгерский фронт, и немцы послали туда свои, кажется, 2 дивизии, я впала в ступор и полезла в интернет. Оказывается, союзники – это страны, которые объединены в альянс для взаимной выгоды или для достижения какой-то общей цели. Как примеры: союзники Первой мировой войны, союзники Второй мировой войны, французские и британские войска в Крымской войне. То есть союзники воюют плечом к плечу, совместно разрабатывают военные операции и так далее. Для этого они заключают военный союз или альянс и таким образом формально договариваются об оказании взаимной защиты и поддержки в случае чего. НАТО – это альянс в виде военно-политического блока. North Atlantic Treaty Organization. Что такое treaty? Это такой договор, который должен быть одобрен в Сенате. Только если Сенат ратифицирует treaty большинством в 2/3 голосов, документ может вступить в силу. А всякие международные соглашения, которые вступают в силу без согласия Сената, называются agreement. For us, war is not inevitable. We do not believe that there are blind tides of history which sweep men one way or another. In our own time, we've seen brave men overcome obstacles that seemed insurmountable. А теперь посмотрим, как США называют отношения с Украиной. До 2022 года США и Европа устно соглашались с Россией, что Украина – зона ее интересов, и никаких серьезных договоров Запад и не имел права заключать с Украиной согласно тем устным договоренностям. То есть страны демократического Запада нам не союзники, это просто государства, предоставляющие нам помощь, support, aid и все такое. Если мы почитаем многострадальный документ о предоставлении нам помощи, который полгода валялся в Сенате США и был предметом всяких спекуляций, то он начинается с фразы, которая перечисляет отношения стран в современном мире. Соединенные Штаты, наши союзники и наши партнеры по всему миру объединились в поддержку Украины в ответ на преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Отсюда мы узнаем, что все те, кто не союзники, это партнеры. Так что и США, и Европа – это наши партнеры, которые выделяют нам всяческую помощь, включая военную, до тех пор, пока считают это нужным. А что Россия? Путин любит цитировать своего царька Александра III: «У России только 2 союзника – армия и флот». Товарищ Путин, как мы знаем, словами не бросается, и это утверждение близко к правде. На бумаге у России есть 5 официальных союзников в Организации договора о коллективной безопасности, ОДКБ: Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Все они обязаны прийти на помощь друг другу в случае нападения, но ни один член АДКБ не поддержал именно армией войну России в Украине. Беларусь разрешила использовать себя как военную базу. Беларусь соучастник этого преступления, но формально собственные войска на нас не направила. Именно поэтому Путин часто называет западные страны наши партнеры, как бы намекая на те непубличные устные договоренности, которыми они с ним связаны. С союзниками разобрались, а теперь обратим взор на всякие соглашения и пакты. Я обратила внимание из лекции профессора Слесаренко, что даже подписанные с пафосом договора, если сильно не хочется, то можно не выполнять. Всем известный пакт о ненападении между Гитлером и Сталиным. Он легко был расторгнут 22 июня 1941. Советско-финляндский пакт о ненападении. Советский Союз отказался от него также непринужденно 28 ноября 1939 за 2 дня до начала вторжения в Финляндию. Советско-японский пакт о нейтралитете 5 апреля 1945 Советский Союз денонсировал этот пакт, и журнал Time сообщил, что тон советского комиссара иностранных дел указывал на то, что Советский Союз может вскоре начать войну против Японии. В общем, как по мне, все эти пакты – первый знак того, что надо готовиться к войне. И эксперты тоже утверждают, что пакты могут временно остановить противника, а передышку использовать для других целей. Так, пакт Молотова-Риббентропа освободил немецкие ресурсы с Восточного фронта, а советско-японский пакт о нейтралитете устранил угрозу со стороны Японии на восток и позволил Советам перебросить крупные силы из Сибири для борьбы с немцами, что повлияло на битву за Москву. И мы не можем обойти такой болезненный для нас документ, как Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия. Звучит очень серьезно. Меморандум о гарантиях безопасности. Подписали его 5 декабря 1994 года лидеры таких серьезных, казалось бы, стран, как Великобритания и США. Потому что Россию серьезной страной назвать нельзя. Но, как видим, и Клинтон, и Джон Мейджор уселись рядом с Ельциным на 1 гектаре и подписали этот солидный, казалось бы, документ. В который раз мы видим стратегическую ошибку США и Великобритании, которые взяли себе в партнеры Россию. Как я люблю повторять, это только агрессоры учатся на своих ошибках. Западной демократии жизнь ничему не учит. В итоге они забрали все ядерное оружие Беларуси, Казахстана и Украины и отдали его отмороженному на всю голову агрессору России. Бо они типа боялись, что ядерное оружие расползется и им будет труднее его контролировать. Как они его теперь контролируют, мы сейчас не просто наблюдаем, а платим за это своими жизнями. И когда в 2014-м Россия без всяких затруднений нарушила Будапештский меморандум и аннексировала Крым, и что? Что ей было за это от подписантов и гарантов этого меморандума? Одни вздохи и озабоченности. Гаранты и подписанты что-то там начали бэкать-мэкать, что этот меморандум, Филькина грамота, она ничего не значит.
Оказалось, что пафосно подписанный Будапештский меморандум – это только Филькина грамота. Да, в названии страшное слово «гарантии», но не намека на юридические обязательства. По словам профессора международных отношений Стивена Макфарлейна, это дает подписавшим сторонам оправдание, если они предпримут какие-то действия, но не заставляют никого действовать в Украине. В 2014 вышла такая статья в CNN Стивена Пфайфера. Это тот самый посол США в Украине, который готовил Будапештский меморандум. А так как в терминах мы уже поднаторели, то и слушать следующую цитату нам будет легко. Вот что говорит Пфайфер. Слова имеют значение, и в то время возник большой вопрос о том, использовать ли в меморандуме термин «гарантии» или «заверения». Соединенные Штаты предоставляют гарантии союзникам, например, странам-членам НАТО. Этот термин подразумевает военные обязательства. В начале 90-х ни администрация Джорджа Буша-старшего, ни администрация Клинтона не были готовы расширить военные обязательства перед Украиной. И обе считали, что даже если бы они захотели, Сенат не набрал бы необходимых 2/3 голосов для согласия на ратификацию такого договора. Для урегулирования нынешнего кризиса в Украине важно дать решительный отпор. Это также имеет значение для дела ядерного нераспространения. Гарантии безопасности сыграли ключевую роль в том, чтобы заставить Киев согласиться избавиться от своего ядерного оружия. Если Вашингтон и Лондон сейчас не поддержат Будапештский меморандум, это дискредитирует саму идею таких гарантий. Это было бы прискорбно, поскольку гарантии безопасности могли бы сыграть роль в предотвращении случаев распространения ядерного оружия, таких как Иран. Таким образом, Будапештский меморандум рассматривался как политическое соглашение. Речь идет о гарантиях неопределенных, но в меньшей степени, чем военные гарантии. Американские переговорщики, в том числе и я, подробно обсудили этот вопрос с украинскими коллегами, чтобы не было недоразумений. Конец цитаты. Из этого вытекают два тезиса. Словом «гарантии» в названии они обманули Кучму, как дурачка на 4 кулачка, чтобы потом сказать, если что, сами виноваты, мы предупреждали. И второй посыл, надо типа как-то отреагировать на агрессию России, а то кто же нам теперь будет верить? Да никто вам уже и не верит. За 30 лет после Рейгана вы натворили всего такого, что потеряли лицо на мировой арене. Но, как мы теперь понимаем с высоты 2024 года, если бы там в меморандуме и были военные обязательства, то подписанты нашли бы 1000 причин сказать, что это не те обязательства, которые надо выполнять. Таким образом, все эти пакты, договора и меморандумы не стоят бумаги, на которой ставят подписи аж руководители государств и даже НАТО. Treaty, вроде бы серьезный альянс, но уже сейчас анекдоты ходят, что если Россия вдруг нападет на Литву, то НАТО задним числом быстренько исключит Литву из альянса. Уже и ракеты российские над Польшей и Румынией пролетали, но официальные лица Запада на это бормочут, что это еще не красная линия, это другое. Пункт 5 у них прямо резиновый. В Прибалтике никто там не надеется на НАТО. Вот заголовок. Швеция вступает в НАТО, но совершенно не готова к войне. По статистике в Швеции живут самые счастливые люди на Земле. Зачем им готовиться к какой-то войне, если они живут в моменте? А вот статья на BBC, свежая. Война – реальная угроза, а Европа не готова, предупреждает поляк Туск. 3-й год войны идет. Украинцы гибнут за то, чтобы, как правильно сказал венгер из прошлого ролика, европейцы чувствовали себя комфортно. А в этой статье размышляют, что да, если России сойдет с рук вторжение в Украину, оккупация и аннексия целых ее областей, то они опасаются, сколько времени пройдет, прежде чем президент Путин решит начать аналогичное наступление на страны, которые раньше были частью орбиты Москвы. Канал Ірини Коновець-Поплавської.
Короче, об этом можно много говорить, но из всего этого вытекают такие выводы. Неважно, есть договор или нет. Если есть, его можно нарушить, если нет, его можно быстро составить. Потому что есть такое неписанное правило, как пацан сказал, пацан сделал, и оно дороже всех подписанных бумажек. У блатных знают, нарушил слово, может пойти по-всякому, и на перо поставят. Как в бизнесе, так и в криминальном мире, где система четко работает на одних только понятиях, так и в международной политике, так и в любом коллективе. Если ты слова не держишь, то ты уже не в авторитете, ты уже фраер ушастый. Тебе верить не будут. Об этом и говорил Пфайфер. Типа, кто нам будет верить? А и не верят, потому что даже после аннексии Крыма США и Европа, как ни в чем не бывало, с еще большими усердиями продолжила буфетно-конфетный период с Путиным. И получается, что любое громкое обещание что-то сделать действительно только в момент его произнесения или подписания. Когда люди обещают? Когда есть неуверенность. Ты будешь любить меня вечно? Обещаю. Вы защитите нас от агрессора, потому что, отдавая ему наше ядерное оружие, мы становимся беззащитными. Клятвенно заверяем. Вот вам Будапештский меморандум, это наши гарантии. Вы что, сомневаетесь в наших гарантиях? А теперь я просто процитирую одного анонимного психолога, который расписывает, что означают обещания и клятвы. Обещаю в большинстве случаев означает: первое, я постараюсь приложить максимум усилий, но ручаться не могу. Второе, мне очень надо, чтобы вы поверили. Третье, сейчас я в самом деле собираюсь так поступить, например, потому что у меня нет иного выхода, а там посмотрим. И, наконец, четвертое, я понятия не имею, что будет и как я поступлю, но я хочу, чтобы вы успокоились. Кто этого не понимает, тот лох. Небезызвестный Христос не зря сказал: не клянитесь. В самой концепции клятвы заложена ложь, ложь клятве присуща. Это надо понимать. Не клянись. Эта заповедь значит, вам не надо клясться.